Я уже связала несколько вот таких чешуек, которые будут идти вот сюда на шею и ниже на животик. Вот, вязала я их поворотными рядами за задние полупетли. Вот, хочу показать вам в предыдущем драконе, в этом тоже я использовала такие чешуйки, но их я вязала просто поворотными рядами, каждую чешуйку, и вот этот край делала скругленным. Вот. Поэтому вы можете делать, как вам больше нравится. Или так, или вот так. Вот здесь получается край такой идет более уголочком и вот такими полосочками. Вот, одну деталь свяжем с вами вместе, остальные детали, они вяжутся аналогично. Разница будет только в количестве рядов и петель. Поэтому схему вы увидите на экране. Вот так выглядят. Так, приступаем. Итак, у меня связаны первая деталь, самая маленькая, схема будет на экране, две детали одинакового размера, третья деталь чуть-чуть больше отличается, и вот эти детали 4, и которую мы вяжем сейчас пятую, они все вот такие вот этого размера. Вот. Всего 9 деталей должно быть. 11 воздушных петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть сейчас мы вяжем вот такую вот крупненькую деталь. Со второй петли 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Поворот. Третий ряд воздушная петля. И вяжем за задние полупетли. Если вот такие вот хотите, чтобы были чешуйки, или за обе полупетли, если вот такие.
воздушная петля, провязали второй ряд, поворот. Сейчас будем вязать третий ряд. Если хотите, чтобы чешуйки были вот такие ребристые, то вяжем все время за задние полупетли. Если чтобы были гладенькие, как здесь, то за 2 полупетли, как обычно. Третий ряд. Воздушная петля, 10 столбиков без накида. Я вяжу за задние полупетли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили третий ряд. Поворот, воздушная петля, четвертый ряд, прибавка, восемь столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. 1 и второй столбик, прибавочка. Поворот, воздушная петля, с 5 по 8 ряд включительно вяжем 12 столбиков без накида. В начале каждого ряда делаем петлю подъема. Провязываем самостоятельно. Провязали 8 рядов. Поворот, воздушная петля, убавка, восемь столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. Поворот, 10 ряд, воздушная петля, убавка, два столбика без накида, 1, 2, убавка снова,
2 столбика без накида. И убавка. Поворот. 11 ряд. Воздушная петля. Убавка. Три столбика без накида. 1, 2, 3. Убавка. Поворот. 12 ряд. Воздушная петля. Убавка. 1 столбик без накида. Убавка. Так. Вот деталь получается. И теперь воздушная петля. И обвязываем столбиками без накида. Так вот по краю. Чтобы край был ровненький. Вот так. В угловые петли. Вот сюда мы дошли. И вот в угловую петельку мы делаем по 3 столбика без накида, чтобы форма уголка была. 3 сделали. И продолжаем. Вот эту ниточку ввязываем сюда. Доходим до угловой снова. И в нее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Эта ниточка потом спрячется под низ. И продолжаем по этой стороне точно так же обвязывать. Выравниваем край. Вот здесь доходим до начала обвязывания. Вот, и можно оставлять вот такие вот закругленные края
А можно сделать убавочку вот такую. И вот так вот немножечко придать форму уголка. Вот так. В этом варианте я делаю так. Вы смотрите, как вам больше нравится. Закрепляем ниточку и оставляем для пришивания. Вот. То есть это у нас одна из вот этих 5 деталей. Их 4 детали я делаю темными, одну светлую. Можно делать одного цвета, можно как хотите, хоть в шахматном порядке, там уже это дело фантазии, творчества. Вот. Теперь нам нужно будет их, сейчас лапки я уберу. Вот, теперь их нужно будет прикрепить. Тут тоже можно разные варианты. Вот, повязано сюда. Можно их прикрепить, потом сшить между собой. Вот так вот идет. То есть посмотреть. Так вот, к примеру, следующий размер. Вот, можно сразу пришивать, начиная от живота. Тут тоже как больше удобно. Предыдущего дракончика я вот так вот выкладывала. Вот так вот полностью выкладывала до животика. Потом сшивала их в одну линию между собой, открепляла и сшивала, а потом уже всю готовую линию пришивала сюда. Можно пришивать по одному, то есть сначала этот пришили, к примеру, сверху потом этот пришили. В этот раз я буду делать, скорее всего, так. Посмотрю, потом этот, потом этот, потом этот. Вот так получается. Этот и так дальше. Поэтому с вами пришьем один, вот этот крайний. Ну а дальше уже по такому принципу самостоятельно пришьем все остальные. Да, чтобы определить, откуда пришивать, сначала их все выкладываем, прикрепляем булавочками. Вот. И смотрим, откуда нам начать. Можно еще лапки задние тоже прикрепить. Так, с помощью иголочек взять, прикрепить и посмотреть, где больше нравится, откуда начинать. Вот, поэтому прикрепляем, выбираем, какое расстояние больше нравится, и встретимся уже, когда будем пришивать. Итак, вот я приколола булавочками все детальки и определилась, как я буду пришивать. Вот. Поэтому я отсюда начну пришивать.
И по одной буду вот откреплять и пришивать. Сейчас будем делать. Так как я думала, что вот эти детальки буду вначале соединять между собой, как при вязании вот этого предыдущего дракончика, а потом уже целую линию буду пришивать, я оставляла маленькие ниточки. А так как я решила поэкспериментировать сейчас и пришить по одной детали, посмотрю, какой будет результат, то эти ниточки я буду просто прятать вот туда вовнутрь. Поэтому взяла отдельную. Так. Итак, эту детальку я заворачиваю сюда, чтобы она нам не мешала. А эту вот так вот подкалываю, чтобы уже никуда не сдвинулась, эту ниточку, чтобы она не мешала. Мы ее потом заправим под низ. Вот там вот оставим. Вот. И начинаем пришивать. Захватываем за туловище. И снизу вверх сейчас не с той стороны. Вот ниточка. И снизу вверх за 2 полупетелечки. Дальше снова за туловище и сразу петелечку перехватываем чешуйки. Снова за туловище. И снизу вверх петелька. И вот так вот идем дальше снизу вверх. Вот так вот. Вот, то есть тут вот как у нас расположены петелечки. То есть мы не прямо шьем вот сюда, а немного как бы возвращаемся. Вот сюда делаем стежочек. Прямо как располагается петелька на чешуйке. И наискосок выводим следующую петельку. Вот и так пришиваем. Ну, чтобы видео не затягивать, таким образом пришиваем каждую чешуйку. Вот сюда до конца заходим, следующую сверху накладываем, эту
подворачиваем, чтобы не мешало. Ну, это если таким способом будете пришивать. А там уже как вам удобно. Я посмотрю, сравню. Но мне кажется, таким способом, конечно, дольше будет. Но думаю, что будет красивее. Все, встретимся уже, когда пришьем последнюю чешуйку.